Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, где вы испытали чувство небытия? Приоритет? Это, конечно, неприятное ощущение, но становится еще сложнее, когда человек, заставляющий вас чувствовать себя таким образом, это кто-то рядом с тобой, как член семьи, друг или партнер. Однако что, если я скажу вам, что существуют проверенные методы, как сделать себя приоритетом в чьей-то жизни? Если вы понимаете и применяете то, о чем мы говорим, обсудить, вы можете достичь этой цели. Есть несколько проверенных шагов, которые могут помочь. Ты уверен, что всегда находишься на вершине чьих-то успехов? Список. Выполнив эти шаги, вы можете быть уверены, что ты всегда в приоритете для этого человека. Жизнь. Так что смотрите это видео до конца, делайте заметки, если нужно, и не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. Чтобы понять суть проблемы, очень важно понять, почему другой человек выбирает проводить время с другими вместо того, чтобы ты. Для этого есть две основные причины. Во-первых, человек предполагает, что вы всегда будете быть доступным, что приводит к тому, что вас принимают за предоставленный. Во-вторых, она не понимает, насколько важно ты в ее жизни. Признать эту истину может быть трудно, но это имеет решающее значение. Теперь, когда вы понимаете проблему, пора подойти к этому по-другому. Первый шаг к этому – постоянно останавливаться. Инициирование общения. Если вы всегда являетесь инициатором, другой человек склонен воспринимать это как должное. Если она действительно заботится о тебе, она сделает это. Усилие войти в контакт. Второй шаг – ценить качество выше количества. В общении. Не всегда будьте доступны, так как более доступны вы есть, тем больше вероятность, что вас возьмут как должное. Покажите, что у вас есть жизнь помимо отношений. И что ты не ждешь другого. Человек, который всегда проявляет инициативу. Третий шаг предполагает поддержание определенного степень загадочности. Не раскрывайте все о себе на один раз. Оставьте собеседника заинтригованным и нетерпеливым, чтобы узнать о вас больше с течением времени. Это заставит ее считать вас приоритетом. Позвольте другому человеку инвестировать в вас. Те, кто вкладывает в вас больше, имеют больше шансов видеть вас в качестве приоритета. Вы можете сделать это, позволив им инвестировать свое время, заставляя их ждать вас и демонстрируя, что их время ценно. Шаг 5. Расставьте приоритеты в своих потребностях. Дело не в эгоизме, а в обеспечении. Ты не ставишь себя в положение, когда к вам не относятся как к приоритету. Например, если вы знаете, что кто-то не обращаться с тобой так, как ты заслуживаешь, с чего бы это? Ты хочешь быть рядом с этим человеком. Окружите себя людьми, которые считают вам приоритет, так как это увеличит ваш шанс быть увиденным таким же образом. Помните, вы не можете контролировать чужое чувство к вам, но вы можете контролировать, как ты чувствуешь себя, если хочешь быть приоритет в чьей-то жизни. Убедитесь, что вы являетесь приоритетом в своей шестерке. Лайфстеп, не делая их центром. Твоя жизнь. Людей часто привлекает то, чего они не могут иметь. Чем больше кто-то понимает, что он должен работают, чтобы привлечь ваше внимание, тем больше они будет ценить тебя. Создайте страх проигрыша на 7-м шаге. Это один из важнейших психологических вопросов. Методы, которые вы можете использовать, чтобы заставить людей почувствовать мотивированный. Они, как правило, более мотивированы страхом потерять что-то, чем из-за перспективы
Получить это. Если вы хотите, чтобы кто-то считал вас приоритетом, заставьте их бояться потерять ваше присутствие. Начни эмоционально дистанцироваться, прекрати. Поделиться своими чувствами и уверенностью с ими и проводить больше времени с другими людьми. И меньше с ними. Это заставит их почувствовать, что они больше не так важны для вас, как раньше. Быть. Эта стратегия очень мощная, но она должна использовать осторожно. Если вы отстраняетесь, многие могут попытаться получить отношения снова в норме. На 8-м шаге создайте свое собственное счастье. Если вы хотите быть приоритетом в чьих-то делах, жизнь, важно создать свое собственное счастье и не зависеть от них в своем счастье. Хотя это здорово, когда есть на кого положиться. В зависимости от них наше счастье может привести к разочарованию, потому что мы не живем по-настоящему. Наша собственная жизнь в соответствии с нашим графиком. Приоритеты. Это может привести к обиде. Если вы хотите быть приоритетом в чьих-то делах, жизнь, важно создать свое собственное счастье. Это не только сделает вас счастливее в долгосрочной перспективе, но это также сделает вас более привлекательным другим, так как вы будете казаться более уравновешенным и уверенной. На 9-м этапе будьте готовы уйти. Отпустить идею уйти от. Тот, кто тебе дорог, может быть пугающим, но это важный шаг, если вы хотите быть приоритетом в вашей жизни. Покажите, что вы не боитесь оставлять посылы. Сообщение о том, что вы ничего не примете меньше, чем ты заслуживаешь. Правильный человек, естественно, увидит в вас приоритет и будет стремиться удержать вас в их жизнь. В заключение я хотел бы спросить, понравилось ли вам сегодняшний урок и было ли его содержание ценным вашему пониманию. Я приглашаю вас подумать о том, чтобы поставить лайк, поделиться и подписаться на более похожий контент. Помните, что личное развитие – это путешествие. Мы все вместе. До следующего раза продолжайте расти, учиться. Стремление стать лучшей версией себя.